Чего ты хочешь? Чтоб война закончилась. Вот правильно. Это самая большая мечта, да? Потому что война закончится, начнутся танцы. Да. Начнется школа. Друзья, да? Можно выйти спокойно погулять. Без этих тревог бесконечных. Да. Без этих обстрелов бесконечных. Угу. А так только выйдем на улицу, тревога, домой. Угу. Да? Или никого нету на улице. Коли звучить сирена, треба прятатися в тамбур, у підвал, у погреб та бомбосховище. Началась война. Вообще сначала не поняли, что происходит. Но потом уже приготовили документы, сумки с едой, с водой. Пошли в подвал, брали подвал, потому что там никто ничего не делал. Вообще мы с женщиной одной убирали, ну, вдвоем только. Потому что со всего дома никто не верил, что они будут туда спускаться. Убрали, что могли, с домом одеяло, подушки, все снесли туда. Ну, каждый потом уже, кто матрас нес, кто что. Началось. Ну вот, прилет был сюда, в эту часть. Тут все окна повылетали. Как бы. Тут люди пострадали, тут человека убило, парня молодого. Здесь уже все. Как на виду. Тут тоже все повылетало людей. Ті, що повиїжджали, там і немає. Опять. Це прильот? Да. Тут постоянно они. Тут ничего не меняется, потому что недалеко граница фронта. И все слышно. Когда первый прилет был, ну, тут недалеко от дома, а мы как раз на 7-м этаже были, и тут так трухануло дом хорошо. Ну, тут же раньше песчаники были, тут барханы были. И так почувствовали хорошо. Дочь тогда так закричала очень сильно. Я испугалась. Потому что многие дети заикаться начали. Как-то. Она потом, наверное, полдня вообще не разговаривала. Просто. Тогда я испугалась сильно. Я пряталась в подвале. Война, и мы впустили в подвал, то в какое-то время я видел такую тень, как ракета. И я подумал, что эта ракета так летела. Ну вот так. А потом что было? А потом бабаха не было. Я ничего не слышал. Я был в подвале. Это было давно, я пытаюсь вспомнить, но не могу. Тобто було страшно, але ти цього не пам'ятаєш? Да, но было очень страшно. Ну, тут хлопця на цьому місці убило осколком. І дівчину осколками поранило. Якраз оце їхня хата, а це молодого чоловіка.
когда мы в другом городе были, то там нечаянно ракета одна попала в одно стекло. И потом, знаете что? И потом разбило стекло, и Ванчина умерла. И потом ее отвезли в больницу. Иди, мое солнышко. Что ты там? Ничего. Ничего, устал. Спать хочешь? Хочет спать. Домой. Поскорее домой уже. Это ж твой дом. Что? Что? Расскажи нам. Ничего. Что, нечего рассказывать? Да? Ну, так вот сейчас я полностью привыкла к этим обстрелам, тревогам. Не страшно взагалі? Не. А раніше? Раньше было очень страшно. Так мы и живем. Там еще тоже повылетали окна в тех домах. Прилеты очень частые. Только тревога началась, быстро детей одела, вещи слаживала, как в армии, низ вверх, чтобы никто не запутался, чтобы все оперативно оделись. Как-то так, ну, побежали, спустились, маму обязательно. Мама, конечно, очень перенервничала, не хотела спускаться сначала, но потом все-таки спускалась. Бегать тяжело. Говорит, я не побегу, я говорю, нет. Говорю, ты побежишь со мной. Связи в подвале нету. Ну, есть там одно место, где мы уже потом нашли, где связь, потому что дети все хотели мультики. То садили детей отдельно. Ну, а ложили спать, естественно, у нас там труба отопления была. И там ложили детей, чтобы, ну, не замерзали, потому что очень холодно. Сыро в подвале. Всегда, когда была тревога, мы всегда спускались в подвал, брали еду, одеяло, ну, чтобы было мягко. Иногда даже там ночевали. Дети ложились там, потом уже все начали спускаться туда, как мы. И свет там провели, и уже все начали спускаться, потому что уже все поняли, что прилеты все ближе и ближе. Ну, так, бегали снизу вверх, снизу вверх. Лифт, естественно, не включал никто. А последний вот это вот прилет, что вылетели все окна во всем доме. Дальше мама позвонила мне и сказала, что мы переезжаем в отель. Сначала я в гостинице жила, работала за всех, где приходилось, потому что я вообще работаю в стоматологии, но стоматология не работала, потому что воду отключили, и стоматология не может работать. Приехали, вещи расклали, но потом запоминали места, чтобы не потеряться, потому что отель большой. Я начала работать в гостинице. Работала и администратором, и поваром, и горничной. Везде, где только можно было. Везде работала. Дети со мной постоянно. Как бы меня это, ну, успокаивало больше.
либо рано утром, либо поздно ночью. Прилетал где-то рядом. Начало, когда началась война, пока было тихо. Там где-то далековато. А вот когда мы уже в отель приехали, то было уже ближе. На улице было тоже страшно. И в принципе, когда мы еще тут жили, в принципе, даже на улицу не выходили. Почему ваша дочь не спускается в подвал? Дочь? Я даже не знаю. Я, наверное, уверенная, чуть-чуть встала, что я успею. Почему ваша дочь не спускается в подвал? Не знаю. Она боится? Да, она боится, очень боится. Она, я пытаюсь с ней разговаривать, я понимаю, что я не психолог, но она не хочет категорически туда. Ей или страшно там, или, как-то вот безопаснее она чувствует себя на коридоре. Она начала закрываться очень часто. У нее нервы шалят, и я это вижу. Я просто понимаю, что надо с психологом уже общаться. Дочь очень это тяжело восприняла. Я не знаю, что будет дальше. Там просто холодно. Очень холодно. Тобі взагалі буває страшно? Коли тобі буває страшно? Когда сильные обстрелы и когда очень сильные обстрелы идут по Николаеву. Я пытаюсь с ней разговаривать. Нашли учителя, репетитор, который женщина уже в возрасте, но она занимается с ней. И она как-то отвлекаться начала. Поначалу, постоянно нервы. Вы, может, общались с ней, вы видели. Она очень часто начала нервничать. Вот стрессы у нее какие-то. Она начала забывать. Да. Она не помнит то, что происходило в бомбоубежище. Да, это да. То, что когда мы сидели на 7-м этаже в коридоре, бывало такое, что не спустились, не успели. Просто вылетели в коридор и сидели в коридоре, и был такой прилет сильный, нас трухануло очень хорошо. Как сказать, то, что стены задрожали, пол задрожал, все задрожало, она запищала. Все было нормально, но эта война, все портит. А так, в принципе, все нормально. Только мама очень долго работала. Когда она опять устроилась на работу, то, видеть стали ее реже, потому что мы оставались в отеле, она на полдня уходила на работу. Но это было не каждый день. Так, по-моему, через день или 2. Очень сильно устали, работы очень мало, люди просто выезжают из-за того, что работы нету. Цены подросли, а
коммунальные надо платить все равно. И живешь ты тут или не живешь, все равно надо платить. И как бы с копейки на копейку перебиваешься. Если раньше зарабатывала нормально, то сейчас такое, сейчас не очень. Ну, много детей выехало в разные города. Ну, играть было не с кем. С нашего дома, ну, осталось человек 30. А скільки всього було? Ну, а всего, наверное, где-то до 1000 человек. Тобто 970 людей поїхало? Да. Честно говоря, до этого я мечтала заработать денег, а сейчас просто в мире. Вот просто единственная мечта, чтобы с детьми пойти где-то погулять в парке, как мы раньше это делали. Даже вот у меня 5 марта было у сына день рождения, я заказала самокат. Ну, самокат не пришел, потому что перестало все работать. Сейчас я получила деньги, я насобирала денег, купила им самокат, потому что я обещала. Я человек, который, ну, обещаю, делаю. Потому что, ну, ребенок мечтал о нем. Мама, купи мне двухколесный самокат. Это единственная его мечта была. Сейчас он погоняет, ну, от тревоги до тревоги. У нас есть прекрасный в городе зоопарк, который тоже 1 миллион прилетов было уже. Очень много, ну, развлекательных центров, красивые парки. Ну, все у нас было хорошо. Сейчас пришли эти освободители, я даже не знаю, как это сказать. Просто они уничтожают все. Все дома, все мечты детские. Дети очень страдают. Дети начали замыкаться в играх. Начали разговаривать очень часто о войне. И мы землю будем качать. Ну, например, выпустить 10 миллиардов ракет. 10 миллиардов, да. Давайте запустим в них ракеты. Но это не детские фантазии, это очень тяжело, когда ребенок 5 лет говорит, надо что-то решать с этим, это очень страшно. Ну, очень страшно в Николаеве сейчас. Я знаю, что в Украине идет война, и сейчас очень страшно. Мы воюем с русскими, потому что они на нас напали. Неужели не было мысли уехать на Западную Украину или вообще попробовать уехать? А кому я там нужна? Ну вот кому я там нужна? Здесь я хоть в своем городе, я хоть что-то как-то где-то знаю, куда пойти, в какую инстанцию. А там вот приехать просто и сидеть ждать. Я человек, который не привыкла ждать. Мне надо
работа. Я привыкла работать. Чтобы ехать за границу, тоже нужен какой-то капитал хотя бы. Как бы у меня родственников за границей нету. У тех, у кого были родственники, они выехали. А сидеть там просто у кого-то на шее я тоже не особо горю желанием. Я привыкла сама зарабатывать на себя, на своих детей и обеспечивать. На рисование ходила. Школа, танцы, рисование и все. Ну, сначала танцы, а потом рисование. Ну и перестала ходить в школу, на рисование, на танцы. Вот я переживала, как ни разу онлайн не занималась. Ну, как это еще и 2 класс. Поэтому было, непривычно. У меня тоже родственники в Мариуполе были. Сейчас в плену. Вывезли их куда-то в Россию, неизвестно. Связи нету. Увидели чисто случайно. Другие родственники показывали там какой-то снимок и увидели, что там, это получается, он мой дядя и дедушка там. Вы знаете, у меня отец русский. У меня по его линии все русские. Отец ушел из семьи, мне было 14. Как бы раньше я этого до войны не понимала, почему он такой. Сейчас я понимаю, они все там такие. Вот просто все. У меня очень много родственников там. Хочу им большой и пламенный привет передать. Я не удивлюсь, если там кто-то где-то в радиусе рядом. Честно говоря, я мечтала съездить туда, увидеть их до войны. Мне интересно было, я их никогда не видела, никого. Но сейчас я их просто ненавижу. Я не хочу их ни видеть, ни знать. Я даже хочу поменять фамилию свою. Это настолько у меня просто она с ихних кровей. Настолько у меня закралась где-то там, что надо изменить фамилию. Потому что я не хочу ее носить. Я не хочу вообще... Я даже еще хочу научитися как-то на українській мові розмовляти. В мене не дуже виходить, бо я чоловік совєтського времени. Я надеюсь, у меня все получится. Во-первых, выучить английский, а второй язык выучить украинский, как я живу в Украине. Тобто ти не знаєш зараз українську мову? Не знаю, но некоторые слова не знаю. Чому ти спілкуєшся російською, якщо ти знаєш українську? Непривычно говорить українською мовою. Може, прийшов час спробувати? Ну-ка, спробуй. Как? Просто поговори зі мною українською. Добре. Розкажи мені про свою мрію. Українською мовою. Я хочу вивчити язик. Мову. Так, ні. Ти вже почала розмовляти українською мовою? Угу. Тоді
Давай продовжимо українською мовою.